Всем доброе утро! Доброе утро, Сани! Началась новая неделя, и у нас опять пасмурно. Вот так расцвела наша вишня. Рядом уже распустилась сирень. В горах туман, льет мелкий дождь. Дворик наш уже весь зарос травой, но из-за пасмурной погоды мы никак не можем до него добраться. Здесь стайкой летают воробьи, щебечут. Дождик то идет, то прекращается. Но я в любом случае выйду на прогулку. В такую погоду воздух даже намного чище. Саня воспользовалась моментом и дышит свежим воздухом. Я уже вышла, Бобби меня ждет. Деревья уже все покрылись листвой. По дороге домой прохожу мимо своей любимой лавки. Именно здесь я нашла свои любимые продукты. Кимчи, шрирача, соджу. Выбор раменов. Мочи. Соевая паста. Рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло. Здесь я практически всегда могу найти то, что не могу найти в обычном супермаркете. И специи. Я тоже, которые не нахожу на базаре, я покупаю здесь. Специи. Разные вкусности. Шоколад. Тоже для выпечки. А вот бакалея, крупы, пасты. И здесь я нашла свои любимые чаи. Сейчас я к ним подойду. Вот такие красивые чашки здесь. Несколько я здесь приобрела. А вот они мои чаи. Разные, черные, зеленые, с разными вкусами. Чай я покупаю в этой лавке у девочек. А еще здесь есть всякие орешки, сладости, сухофрукты. Вот такие свечи.
И я уже иду по моему излюбленному подъему. Поляна стала еще красивее. Вот так красиво цветут деревья. А вот он, первый мак в этом году. Я уже дома. Дождь прекратился, вышла на террасу и наблюдаю вот такую картину за животными. Хочу пойти поставить сдобное тесто и испечь английские булочки Челси. Та-ра-да-да-рам, та-ра-да-да-рам, настройка камеры. Я уже подготовила ингредиенты, которые мне понадобятся для замешивания сдобного теста. Тут у меня теплое молоко, дрожжи. Рецепт я оставлю в описании под видео. Оставляю на 10 минут, чтобы проверить, рабочие дрожжи или нет. 10 минут прошло, и начинаем замешивать тесто. Яйцо. Соль. Сахар. Ванильный сахар. Йогурт. Размешала массу до растворения сахара. Дрожжи у нас подошли. Вот такая шапочка образовалась. Вливаем. И просеиваем муку. На этом этапе я замешиваю ложкой или лопаточкой, кому чем удобно. Теперь замешиваем руками. И сливочное масло. Дальше буду замешивать тесто на рабочей поверхности. Пока я здесь вмешивала, вернее, сливочное масло, миска уже промаслилась и тесто не прилипнет. Если тесто прилипает, слегка подпыляем мукой, но сильно не забиваем тесто. Тесто должно получиться вот таким гладким. Теперь накрываю крышкой и оставляю бродить. Время ферментации для дрожжевого и тем более сдобного теста у меня всегда 2 часа. Я не люблю добавлять много дрожжей. Лучше я дам больше времени тесту побродить. Пока тесто поднимается, я налепила котлеты, обваляла их в сухарях и сейчас закину их в духовку. Прошло 2 часа.
Тесто уже вот так поднялось. Сейчас буду его разделывать. Раскатываю тесто в пласт. Пласт я раскатала, теперь смазываю маслом. Не толстый слой. Масло не должно быть слишком растаявшим. Масло я уже намазала, но вот этот край оставила без масла. Теперь сахар. Посыпаю сахаром. У меня есть сахар коричневый Демерара, поэтому я использую его. Сейчас запах котлет сбивает меня с толку. На кухне стоит фантастический запах. Еще то, что сверху я положила сливочное масло. Ну, вот прям отвлекает меня, пробуждает голод. Я хочу все кинуть и съесть котлетку. А теперь изюм. Я его предварительно помыла, просушила хорошо, чтобы он не был влажным. А теперь сворачиваю рулет. Не туго. И защипываю края. Рулет у меня 48 сантиметров. Я поделила его на 12 булочек. Чтобы срезы были ровные, я использую толстую нить. И так все булочки. Булочки я уже сформировала и оставляю на расстойку минут на 30-40. Булочки у меня поднялись. 25 минут они стояли у меня в теплой духовке после котлет. Вот, поэтому быстрее сегодня процесс этот прошел. Теперь я нагрела духовку до 180 градусов. И буду выпекать их минут 25-30. Яйцом я не смазываю, потому что когда булочки будут готовы, я смажу их сиропом от варенья. Пока булочки выпекаются, я хочу перекусить. Котлетам у меня на гарнир пюре и салат из рукколы с помидорами, с оливками. Заправка простая: соль, черный перец, оливковое масло и лимонный сок. Булочки испеклись, и я хочу смазать их сиропом. Сейчас в духовку на 5 минут на 160 градусов. Булочки уже остыли, можно пить чай. На этом сегодняшнее видео заканчивается. Всем хорошего вечера и до новых встреч в моем новом влоге.